Когда эта мать привела свою дочь в зоопарк, она и понятия не имела, что их жизнь вот-вот изменится навсегда. Все началось с того, что ее дочери разрешили войти в вольер с львятами. Она осторожно погладила животных, поначалу немного испугавшись, но почти сразу после этого произошло нечто невероятное. Элла и ее мама Лили уже ходили в зоопарк. На самом деле, это было любимое место Эллы. Каждый раз, когда они выходили из зоопарка, она тут же спрашивала маму, когда они смогут пойти туда снова. Но сегодня было не просто обычное посещение парка, потому что после долгих раздумий зоопарк решил разрешить посетителям, разумеется, под присмотром персонала, заходить в вольеры с животными, и Элла точно знала, какой вольер она хотела бы посетить. Вольер с львятами всегда был ее любимым, и теперь она могла подойти очень близко. Лили посмотрела на ободряющие лица сотрудников и передала свою дочь в их умелые руки. Они знают, что делают, верно? Иначе зачем бы они позволили 4-летнему ребенку войти в вольер с львятами? Она попыталась выбросить из головы тревожные мысли и схватила фотоаппарат. Дверь закрылась, и Элла шагнула вперед. Маленьким львятам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что в их присутствии кто-то есть. Персонал парка попытался успокоить Эллу, прежде чем стало безопасно продолжать путь. Львята лежали в углу клетки. Их только что покормили, и они отдыхали вместе. «Беспокоиться не о чем», — сказал один из сотрудников, но они никогда не могли предвидеть, что произойдет. Лили заметила, что все больше и больше людей проявляют интерес к происходящему в вольере. Ограждения, окружающие это место, мгновенно заполнились людьми. Поскольку сотрудник, державший Эллу за руку, видел, что она все еще немного нервничает, он решил проложить ей путь. Он медленно присел на корточки и положил руку на живот львенка. «Видишь, бояться нечего», — сказал он. Теперь настала очередь Эллы. Элла вытянула руку и при этом закрыла глаза. «Скажи мне, когда я окажусь рядом со львом», — попросила она. Но смотритель зоопарка не сказал ни слова. Он хотел, чтобы она испытала это на себе. И не успела она опомниться, как ее рука коснулась мягкой шерсти львенка. Она открыла глаза и увидела спокойное животное, наслаждающееся ее поглаживаниями. Элла посмотрела на мать с широкой улыбкой, но все должно было измениться. Внезапно ушки маленького львенка начали поворачиваться вверх, а его голова, которая сначала находилась в горизонтальном положении, быстро оторвалась от земли. «Что здесь происходит?» — взволнованно спросила мама Эллы, стоявшая сбоку. Там что-то шевелилось, и они не могли разобрать, что именно. Но через 5 секунд оттуда послышалось рычание, потому что они не заметили, что на месте отдыха не было второго львенка. Он прятался в отдалении, а детеныш самки только что появился снова. Она вышла из кустов и направилась к Элле и работникам зоопарка. Сначала она двигалась медленно, но потом ее шаги ускорились. Львенку не потребовалось много времени, чтобы разогнаться во весь опор. Работники зоопарка тоже отступили на несколько шагов, прижимая Эллу к себе так близко, как только могли. Суматоха в вольере со львами заставила всех прохожих затаить дыхание. Однако она не поняла, что переполох в вольере с детенышами вызвал переполох в другом вольере, соседнем с большой клеткой. Более крупные львы услышали рычание своих детенышей по соседству, и теперь они пробудились ото сна. Но работники зоопарка, прохожие и Элла еще не заметили их приближения. Но примерно через 10 секунд все изменится. Некоторые из прохожих, которые также обращали внимание на происходящее в соседнем вольере, увидели, что взрослые львы покинули свое убежище. Они поискали и увидели взрослого самца и 2 самок, пробиравшихся сквозь кусты. Они были почти у того места, где стояла Элла. Слова ее матери пронзили маленькую девочку, как луч лазера, и она мгновенно обернулась. Именно тогда она увидела зрелище, которое никогда не забудет. Позади нее стояли 3 огромных льва. Они дико прыгали на забор.
Маленькая девочка упала из-за первоначального испуга. Что произошло дальше, до сих пор трудно объяснить. Но, к счастью, все было снято на видео. Когда маленькая девочка в конце своего падения ударилась об пол, она приземлилась на поясную сумку, которую принесла с собой. И когда это произошло, ее жизнь изменилась навсегда. Когда она всем телом надавила на сумку, раздался громкий писк. И этот скрип привел в движение то, что было трудно объяснить наблюдавшим за происходящим людям. Потому что как только львы услышали этот звук, все они прекратили свое странное поведение. Они уселись на свои задницы и казались сосредоточенными, как хорошо выдрессированные собаки. Все обращали внимание на Эллу. Элла поднялась с земли и понаблюдала за происходящим вокруг нее. Она увидела спокойное поведение животных и поняла, что это из-за звука. Именно тогда она полезла в свою поясную сумку и достала маленькую жевательную игрушку, принадлежавшую семейной собаке. Она схватила ее и дважды пискнула. Львы в точности повторили движение руки Эллы. Это было незабываемое зрелище. Все, кто наблюдал за происходящим, даже работники зоопарка, которые хорошо знали этих животных, были в восторге. Эта маленькая девочка полностью контролировала ситуацию. Элла быстро перекладывала игрушку слева направо, издавая писк с каждого конца. Львиные головы наклонялись, а хвосты виляли. Но маленькая девочка еще не закончила. Ее уверенность в себе возросла, и она захотела попробовать что-нибудь новенькое, пока лев по-прежнему уделял ей внимание. Она убрала игрушку, и львы сразу же снова забеспокоились. Но тут маленькая девочка подкинула мячик в игру. Игрушка исчезла. Но это было частью ее плана. Она изобразила ртом тот же высокий писк, который издавала ее собачья игрушка. А вы бы этого не заметили? Животные отреагировали точно так же, снова усевшись и внимательно прислушиваясь. Работники зоопарка по-прежнему следили за ситуацией, просто чтобы убедиться, что ничего плохого не случится. Но они также не могли отрицать, что Элла обладает властью над этими существами. Примерно через 5 минут невероятной игры Элла и работники зоопарка вышли из вольера. Маленькая девочка была встречена большой аудиторией, которая громко аплодировала ее невероятной храбрости и мастерству. Мама обняла ее и сказала, что очень гордится ею. Она также сказала, что хочет, чтобы весь мир узнал о ее даре. Вернувшись домой, ее мама сразу же побежала к компьютеру, чтобы загрузить видеофайл. И вскоре видео получило широкую огласку по всей стране. Новостная станция быстро подхватила это видео и уже на следующий день включила его в свой эфир. Репортажи от других очевидцев также заполонили интернет, и это привлекло внимание одного очень необычного человека. Несколько дней спустя на автоответчик в доме Лили и Эллы поступило сообщение от неизвестного абонента. Лили нажала «Воспроизвести» и услышала мужской голос, доносящийся из автоответчика. Мужчина представился менеджером зоопарка из другого зоопарка. Директор зоопарка рассказал им, что он управляет зоопарком в 2 городах отсюда. Он увидел видео с Эллой в новостях и был поражен ее храбростью и самообладанием. Управляющий зоопарком спросил их, могут ли они прийти позже в тот же день, потому что он хотел бы поговорить с ними о чем-то очень важном. У него было предложение для маленькой Эллы. Любопытство заставило их согласиться. И примерно через 2 часа они сидели в машине и ехали в зоопарк. Примерно через полчаса они были в кабинете этого человека. Он сел и рассказал Элле и ее матери, что его зоопарк столкнулся с проблемой, и она действительно снова связана со львами. Он рассказал Элле и Лили, что несколько месяцев назад в его зоопарке появилась новая группа львов. Они не были агрессивны, но почти не ели и почти весь день прятались. Возможно, магия Эллы сработает и здесь. «Давайте попробуем», — сказала маленькая девочка. Львы были примерно в 30 футах от Эллы.
когда она достала игрушку из своей поясной сумки. Но стоило ей только сжать ее и громко пискнуть, как львы поднялись и направились на звук прямо к маленькой девочке. Элла отложила игрушку и снова повторила звук. Результат был точно таким же. Именно тогда менеджер сделал Элле предложение. Он спросил Эллу, не хочет ли она заняться дрессировкой этих существ. Не в качестве смотрителя зоопарка, конечно. Она была еще слишком мала, но просто играла с ними из-за ограды, как сегодня. Ее мама кивнула, сказав своей маленькой девочке, что все в порядке. С широкой улыбкой на лице Элла согласилась на это предложение, а остальное уже история. Теперь Элла приходит 2 раза в месяц, чтобы поиграть со львами. И их план сработал. Львы стали намного общительнее. Они лучше взаимодействуют с персоналом, с удовольствием играют и снова едят в волю. Сама Элла просто счастлива, что теперь может регулярно посещать зоопарк. Она мечтает сама стать смотрителем зоопарка, когда подрастет.